Мир привык измерять историю датами и цифрами, но здесь цифры бессильны. Здесь история измеряется вдохами, которые оборвались, и именами, которые превратились в пепел. И я стою перед этими воротами не как турист и не как искатель сенсаций. Я пришел сюда, потому что тишина этого места – самая тяжелая ноша, которую может нести человек. Мы привыкли думать, что зло – это что-то из кино. Но зло – это бетон, это колючая проволока, это аккуратные чертежи инженеров, которые проектировали эти печи в свое рабочее время, а вечером читали сказки своим детям. Бухенвальд, или Буковий лес. Когда-то здесь гулял Гёте, воспевая величие человеческого духа. Позже здесь построили ад, чтобы доказать, дух можно сломать. Но они ошиблись. На этих воротах высечено «Едем до Зайне», каждому свое, самая страшная ложь в истории человечества. Нацисты хотели сказать, что те, кто оказался внутри, заслужили свою участь. Но единственное, что заслужил здесь каждый, это память. Это не был просто лагерь. Это был огромный отлаженный комбинат смерти. Здесь не было случайных смертей. Здесь была технология уничтожения. Людей лишали имен в первый же час. Ты больше не отец, не сын, не врач и не поэт. Ты номер. Нашивка на полосатой робе. Красный треугольник для политических и желтая звезда для евреев. Посмотрите на этот плац. Здесь тысячи людей стояли часами на перекличках в любой мороз. Тот, кто падал, больше не вставал. Оркестр из заключенных играл бодрые марши, пока мимо них проносили трупы тех, кто не дожил до рассвета. Этот диссонанс музыки и хрип умирающих – это и есть истинный оскал Бухенвальда. И я иду по этой территории, каждый мой шаг отзывается эхом 10 тысяч других шагов. Тех, кто не вернулся, тех, чей пепел стал частью этой земли. Вы видите эти руины, эти пустые пространства. Здесь стояли бараки, и в каждом из них была сконцентрирована такая плотность боли, которую невозможно измерить никакими приборами. Люди часто спрашивают, зачем ворошить прошлое, зачем снимать это снова. Я отвечу, потому что зло не умирает, оно просто засыпает. И если мы перестанем смотреть ему в глаза через объектив камеры, оно проснется. Мои исходники, которые я бережно хранил, это не просто видео, это свидетельство. Я хочу, чтобы вы прошли этот путь вместе со мной, без прикрас, без цензуры. Только вы, я и эта страшная, обжигающая правда. Трава прорастает сквозь камни, ржавчина съедает железо, а время стирает из памяти крики. Тишина этого места – это самая громкая вещь, которую я когда-либо слышал.
Я снимал каждый сантиметр, мои руки дрожали не от холода, а от тяжести того, что попадало в объектив. Ты смотришь видоискатель и понимаешь, что видишь сейчас, как экспонат, для кого-то было последним, что он видел в своей жизни. Камни, стены, небо над головой, оно здесь кажется другим. Многие проходят здесь быстро, боясь заглянуть в себя. Но я не хотел торопиться. Я хотел вложить в эти кадры ту пустоту, которую почувствовал. Знаете, в Бухенвальде была легендарная дуб Гёте. Великий поэт сидел под ним, писал о красоте и человечности. Нацисты оставили этот дуб посреди лагеря смерти. Это и есть высший цинизм. Строить ад вокруг символа культуры. Это напоминание всем нам. Образование и интеллект не спасают от превращения в зверя, если в сердце нет сострадания. Для тех, кто думает, что Бухенвальд был просто тюрьмой, вы ошибаетесь. Это был один из крупнейших концентрационных лагерей на территории самой Германии. Основанный в июле 1937 года, он стал полигоном для отработки самых изощренных методов подавления человеческой воли. Если говорить цифрами, через эти ворота прошли представители 30 национальностей. Общее количество узников около 280 тысяч человек. Вдумайтесь в это число. Это население целого города, которое превратили в рабов. Здесь не было газовых камер в том виде, в котором они были в Аушвице. Здесь убивали иначе. Смерть в Бухенвальде это был изнурительный математически просчитанный процесс. Официально здесь погибло 56 тысяч человек, но тысячи других были отправлены в марш смерти или расстреляны без учета. Бухенвальд был центром нацистской науки. Людей заражали сыпным тифом, желтой лихорадкой и оспой. Им вводили токсины, чтобы изучать действие антидотов. Сотни людей умирали в страшных муках под пристальным взглядом врачей в белых халатах, которые фиксировали результаты в своих тетрадках. Это была медицина без души, где жизнь человека не стоило даже чернил, которыми записывали его номер. Этот фильм не попытка хайпа, это моя исповедь и мой долг перед каждым, кто здесь пострадал. Перед тем неизвестным скрипачом, который играл свой последний концерт у колючей проволоки. Перед матерью, чьи руки последний раз прижимали к себе ребенка у этих бараков. Я хочу, чтобы каждый миллиметр этого видео стал для вас ударом тока, чтобы вы почувствовали этот холод, чтобы, видя из этого фильма, вы посмотрели на мир иначе. Написано и на английском, и на русском, и на немецком. Крематорий – центральное свидетельство преступлений нацизма. Для бывших заключенных и их родных он символизирует могилу узников лагеря. Они были
преданы земле, чтобы ничто не напоминало о них. Мы просим вас соблюдать тишину в крематории. Так что, друзья, в крематорий зайдем и просто пройдемся. Вот как он выглядит.
Здесь жутко очень. Очень даже, друзья. Запах такой, я словами не могу описать. Я спустился внизу под крематорием, в подвал. Наверху не стал ничего говорить. Это надо увидеть своими глазами, друзья. Здесь лифт. Это внизу Билморг. Вообще такое чувство. Ну вот как-то так, крематорий. И выглядит. Потом зайдем там, как пройдут эти все экскурсии свои. Aber das ist diese Kammer, wo die durch den Nacken geschossen haben. Das war doch auch noch so. Seht ihr das? Kann man alles sehen? Nee, nicht. По-моему, здесь слова лишние, дорогие друзья. Запах словами написать. Посмотрите, эти лампы. Эти стены. Нельзя рассказывать о Бухенвальде, не вспомнив тех, кто считал это место своим домом. На холме Этерсберг жили семьи офицеров СС. Пока за колючей проволокой люди гнили от тифа, жены охранников устраивали звание обеди. Особое место в истории этого кошмара занимает Ильза Кох, которую узники прозвали Бухенвальдской ведьмой. Жена коменданта лагеря, которая коллекционировала человеческую кожу. Я извиняюсь, что моя тень попадает в кадр, так как сегодня солнечно. Сама Ильза Кох искала узников с необычными татуировками
и по ее приказу их убивали, чтобы сделать абажуры для ламп или обложки для книг. Это не вымысел сценаристов ужасов, это реальные протоколы судов. Это предел человеческого падения, когда другой человек воспринимается просто как экзотическая кожа. Совсем рядом с этим безумием существовал зоопарк. Нацисты построили его прямо у лагеря, чтобы дети офицеров могли смотреть на медведей и оленей. Заключенные видели этих животных из-за колючей проволоки. Медведям давали свежее мясо, в то время как люди в паре метров от них грызли древесную кору. Этот контраст, сытое животное и умирающий от голода человек, есть самая точная характеристика того строя. В сентябре 1941 года вблизи лагеря расстреляны первые советские военнопленные. Позднее, западнее от лагеря, в конюшне, где мы сейчас недавно были, появилось расстрельное устройство. По приблизительным подсчетам, под руководством СС было расстреляно около 8000 советских военнопленных. Я не знал, что так тяжело будет сегодня. Вот. Просто и хочется вам показать. Да и не только вам. Сам хотел увидеть тоже. Просто грустно. Это все очень грустно, дорогие друзья. Как человек привыкает к невозможному. Именно здесь, в Бухенвальде, время текло иначе. Первый день здесь длился вечность, а через месяц ты уже не замечал трупов у края дороги. Это была страшная адаптация психики. Заключенные вспоминали, что самым опасным моментом было потерять чувство реальности. Как только человек переставал умываться по утрам, пусть даже ледяной водой, без мыла, он сдавался. Грязь была союзником смерти. Очень много этих монументов. Здесь везде и очень большая территория, дорогие друзья. Здесь была своя кастовая система, придуманная эсэсовцами. Капо – это были заключенные, которые били свои же, чтобы выслужиться. Это был дьявольский эксперимент – превратить жертву в палача. Мы часто говорим о героизме, но мы обязаны говорить и о том, как лагерь выжигал в людей все человеческое, оставляя только инстинкт – съесть лишнюю ложку баланды, даже если ее отобрали умирающего
соседа. Бухенвальд проверял на прочность не только кости, но и саму структуру души, и те, кто умудрялся в этой мясорубке остаться человеком, делясь последней крошкой хлеба. Вот они и были настоящими богами этого ада. Мне надо прерваться сейчас, друзья, я не могу. Территория лагеря для советских военнопленных с 1944 по 1945. Покойте с миром. Грустно, дорогие друзья. Как могли так издеваться над людьми? Тут написано на каждом написано, что идем дальше. Мемориальные камни здесь. Много. Очень много их повсюду, друзья. Покойте с миром.
заключенные. Какие камеры у них были, друзья. В лагере Бухенвальде. Тут даже есть открытая она. Посмотрите. Закрыто все. Спаси и сохрани, Господи. И вот сразу колючая проволока проклятая. И я ухожу отсюда, но это место не отпускает. Вы заметили, какая здесь почва? Под вашими ногами не просто земля. Это слой боли, который невозможно смыть ни одним дождем. Здесь нет красивых финалов, здесь нет неба, которое могло бы оправдать то, что произошло на этой земле. Когда я шел к выходу, я смотрел вниз, на камни, на пустые фундаменты бараков, и я понял одну вещь. Самое страшное — это не то, что это было. Самое страшное, если мы сделаем вид, что этого не было. И я записываю эти слова, и у меня перед глазами те 56 тысяч судеб, которые оборвались прямо здесь, где я сейчас стою. Они не стали героями в кино. Они стали дымом. Они мечтали о простых вещах. Обнять детей, выпить кружку воды, просто дожить до утра. Этот фильм не для того, чтобы вас напугать. И уж точно не для просмотров. Я вложил сюда свою душу и свои слезы, потому что за этих 40 минут мы с вами прошли путь, который 1000 людей не смогли закончить.
В апреле 1945 года, когда лагерь был освобожден, выжившие узники произнесли клятву. Уничтожение нацизма с его корнями – наш лозунг. Строительство нового мира, мира и свободы – наша цель. Помните этот запах, о котором я говорил в начале. Помните эту тишину. Она самое дорогое, что у нас есть. И если в вашем сердце сегодня что-то дрогнуло, значит, они живы. Пока мы чувствуем их боль, мы остаемся людьми. Берегите друг друга, потому что ад – это не где-то под землей. Ад – это когда человек забивает, что такое милосердие. Спите спокойно. Мы помним.